Основное в системе Блаватской — это путь к трансцендентности через самопознание и дисциплину. Елена Петровна Блаватская, загадочная и влиятельная фигура XIX века, основательница теософского общества, оставила после себя не только обширное литературное наследие, но и, что более важно для понимания ее учения, сложную и многоуровневую систему самосовершенствования. Хотя Блаватская не оставила формального тренировочного плана в современном понимании фитнеса, ее учение, изложенное в таких фундаментальных трудах, как «Тайная доктрина» и «Разоблаченная Изида», представляет собой исчерпывающий духовно-психофизический комплекс, систему тренировок для развития человека Блаватской, или точнее реализации потенциала высшего «Я». Эта система не ограничивается физическими упражнениями. Она является всеобъемлющим методом трансформации сознания, направленным на преодоление иллюзий материального мира, майи, и установление связи с истинной душой, атмой. Основополагающий принцип – триада совершенствования. Система Блаватской базируется на 3 взаимосвязанных столпах, которые должны тренироваться синхронно. Физическое тело – ступень познания внешнего мира, хотя акцент смещен на духовное. Физическое тело рассматривается как необходимый инструмент, храм души. Психическая энергия и разум – ступень познания себя, тренировка ума, воли и эмоций. Духовный аспект – ступень познания универсального закона, развитие интуиции, сострадания и постижение единства всего сущего. Невозможно тренировать одно, игнорируя другие, поскольку дисбаланс ведет к неврозам, эгоцентризму или, в лучшем случае, к застою. Физическая тренировка, дисциплина и умеренность. В отличие от современных культуристов, цель физической тренировки по Блаватской – не наращивание мышечной массы ради внешнего вида, а достижение жизнеспособности, чистоты и гармонии для поддержки высших устремлений. Аскеза и самоконтроль. Главная физическая тренировка – это самоограничение, вирага. Блаватская подчеркивала необходимость контроля над 5 чувствами, которые являются входными вратами для майи. Питание, умеренность является ключевой. Пища должна быть чистой, саттвической, легко усваиваемой. Чрезмерное потребление мяса или алкоголя считалось препятствием, поскольку оно заземляет сознание, делая его грубым и тусклым. Сон – строгий режим сна, избегание излишеств. Слишком много сна ослабляет волю, слишком мало истощает нервную систему, необходимую для медитативной работы. Движение и дыхание, пранаяма. Хотя Блаватская не описывала асаны в том виде, в каком они пришли на Запад позже, она признавала важность йогических практик, особенно дыхательных упражнений, пранаямы, заимствованных из восточных систем. Цель пранаямы – контроль над жизненной силой, праной, которая циркулирует в теле. Правильное дыхание успокаивает нервную систему и готовит ее для накопления и направления духовной энергии. Физическая активность, умеренная ходьба и работа в саду или в движении, что было частью ее кочевой жизни, поддерживали тело в тонусе, не допуская застоя энергии. Психическая тренировка – укрощение ума, манаса. Это центральный и самый сложный этап тренировки. Ум, манас, у обычного человека это хаотичный поток желаний, страхов и внешних впечатлений. Цель – трансформировать этот обезьяний ум в инструмент ясного пристравления. Тренировка начинается с развития способности удерживать внимание на одном объекте или идее в течение длительного времени, игнорируя внутренние и внешние отвлекающие факторы. Это ментальная гимнастика. Блаватская часто ссылалась на необходимость медитации на концепцию единства, брахмана или единой жизни. Медитация – дьяна. Последовательный этап, когда концентрация переходит в состояние потока, где объект познается без усилий. На этом этапе тренируются качества невозмутимости и беспристрастности. Удаление личных желаний. Медитация направлена на растворение эгоистичных желаний. Если ум занят личными амбициями или страстями, он не может воспринять истину. Развитие воли. Воля, сила, которая воплощает мысль в действие, должна быть закалена.
Блаватская настаивала на том, что воля должна быть направлена не на доминирование над другими, а на самопреодоление. Ежедневное выполнение трудных, но этически правильных задач тренирует эту внутреннюю мощь. Тренировка памяти и интеллекта, обучение и изучение священных текстов, а также освоение восточных философских систем, например, Пуран, Упанишад, служили тренировкой для ума, расширяя его способность оперировать абстрактными понятиями, выходящими за рамки эмпирического опыта. Духовная тренировка, развитие этических качеств. Для Блаватской любой уровень медитации или физического контроля бесполезен, если он не сопровождается развитием бескорыстной этики. Это та часть системы, которая отличает теософский путь от чисто эзотерических техник контроля энергии. Сострадание, карма-йога. Высшая тренировка — это развитие безусловной любви и сострадания, ахимса, ко всем формам жизни. Понимание того, что все едино, естественно, порождает желание помогать другим. Это не пассивное чувство, а активная работа по облегчению страданий. Бескорыстность. Истинный ученик тренируется отдавать, не ожидая возврата. Любое ожидание награды, даже духовной, привязывает человека к майи. Эта тренировка отдачи очищает мотивацию. Преодоление страха и смерти. Постижение доктрины перевоплощения и кармы служит мощным средством тренировки ума, избавляя его от страха перед физической смертью. Человек, знающий цикличность жизни, может сосредоточиться на долгосрочном эволюционном пути. Инициация и проверка, скрытые тренировки. Блаватская говорила о посвященных и учениках, которые проходят через строгие испытания, часто инициированные их учителями, махатмами. Эти испытания можно рассматривать как интенсивные курсы в рамках системы. Испытание чистоты, проверка на честность и неподкупность, испытание мудрости, проверка на способность применять знания в критических ситуациях без паники, испытание огнем, проверка на способность противостоять искушениям и страданиям, сохраняя внутреннее равновесие. Скрытая тренировка, согласно Блаватской, направлена на пробуждение скрытого атмического принципа, частицы божественного, дремлющего в каждом человеке. Это достигается через полное растворение личной воли в воле универсальной. Система тренировок человека Блаватской — это не набор упражнений, выполняемых час в день, а интеграция духовной философии в повседневную жизнь. Это постоянная бдительная работа над собой, требующая дисциплины над телом и привычками, интеллектуальной строгости для понимания космогонических законов, бесконечного сострадания как высшей формы действия. Цель этой тренировки не просто достичь здоровья или ума, но стать адептом, тем, кто сознательно сотрудничает с эволюционными силами Вселенной, превращая обычного человека в человека, обретшего свою божественную природу. Этот путь долог, сложен и требует полного самоотречения от иллюзии личностного «я».